Сегодня у нас 7 февраля 2023 года, и сегодняшняя презентация будет на тему «Как быть в безопасности с новыми волнами, которые поставило государство». На личном примере у нас будет также гости Николас Бойес. Немножечко в конце лекции я вам сейчас сделаю обзор, и пару раз я буду говорить по-английски, но я всегда буду переводить на русский, так что, пожалуйста, не теряйтесь. И Николас не говорит по-английски, так что если он пишет комментарии там по-английски, можете тоже ему писать, кто умеет. So we're going to begin. I'll explain everything, and then at some point we're going to have our special guest and news. Итак, сегодняшняя лекция на тему сознания и осознанность в своей жизни в общем. А конкретно у нас была статья на веб-сайте недавно, которую Наталья Котельникова опубликовала, которую я написала. И эту статью мы сегодня просмотрим. И у нас будет медитация, и мы каждый найдем для себя правильное решение этой проблемы, о которой я сегодня буду рассказывать. И у нас есть некоторые новости. Первая часть лекции будет проводиться с помощью арктурианцев. Вы помните, как-то у нас была лекция, когда я делала ченнелинг. Сегодня делаю ченнелинг опять. Если есть какие-то вопросы к арктурианцам, к моей семье Света, они сейчас здесь, и вы можете их спрашивать любые вопросы, даже если они не относятся к лекции. А сейчас быстренько напишите, кто помнит лекцию, когда я делала ченнелинг с арктурианцами, когда я рисовала свое лицо со всякими штучками там в другом теле. Кто был здесь из вас, напишите единичку, а кто не был, напишите нолик, чтобы я знала, кто помнит эту лекцию, потому что у нас был запрос ее вернуть. Ага, хорошо. Арктурианцы — это цивилизация света. Кто знает, кто такие арктурианцы, напишите двоечку, а кто не знает, четверочку. Are you guys familiar with Arcturians? Ага, хорошо. Арктурианцы света — это вознесенные мастера. Сегодня мы работаем с вознесенными мастерами из арктурианской культуры. Это будет первая часть лекции, а потом мы сделаем медитацию, и я буду делать ченнелинг с Отцом Небесным. Все вопросы очень-очень-очень добро пожаловать. Итак, начинаем. So, this is an overview of our events today. Я хотела сказать, что сначала я коротко объясню, что будет на лекции. Сейчас мы сделаем вступительную часть, и потом у нас будет объяснение новой информации, которую я для вас подготовила. Сегодняшняя лекция не музыкальная, но в четверг у нас будет живой концерт, который я для вас приготовила. Так что, надеюсь, вы придете в четверг в то же время. Потом я сделаю пример на себе, чтобы никого не обидеть, и мы сделаем медитацию, чтобы вы нашли то же самое для себя. У нас будут небольшие новости про человека, который сейчас будет заниматься тем, как я выгляжу, будущие видео и музыку из острова Барбадос. И потом у нас будет в конце комментарии и вопросы. И у нас сегодня будет на лекции некоторые гости из других стран, которые только говорят по-английски, поэтому я все биографии подготовила и по-английски, и по-русски. Это я сейчас показываю. So this is a bio in English. For those of you who speak English, you can give it a quick read and pause the video. А это по-русски. Те из вас, кто меня не знает, напишите нолики, кто меня не знает, и единички, кто знает меня. Я всех узнаю со школы. И меня все, кроме Ольги, узнают. Угу. Хорошо. Я коротко представлюсь. У меня докторская степень по психологии и музыке и искусству, а также в области образования. И сегодня я выступаю также со своим образованием в области ченнелинга. Я буду делать 2 ченнелинга с арктурианскими вознесенными мастерами и с Отцом Небесным через мой собственный канал или Сутратму. И здесь короткая вступительная биография для тех людей, которые из других стран сегодня будут присоединяться или просматривать видео. Те друзья, которые работают с Николас Бойес, они будут смотреть это видео, для них я сделала такую биографию. Итак, вначале мы с вами просмотрим арктурианскую часть информации, и те из вас, у кого есть связь с любой культурой света, вознесенные мастера, как арктурианцы, плеядийцы или, может быть, другие части Вселенной, те из вас напишите мне двоечки, у кого есть осознанная связь со своей семьей света, не с планеты Земля, а те, кто не знает или у него нет еще такой связи, напишите нолики, чтобы я знала.
сколько людей эта первая часть будет полезна. Так, пока что у нас ровное число тех, кто знает, кто не знает. Хорошо, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Только у нас пару человек, которые имеют такую связь. У нас есть много цивилизаций, основных 12, но есть больше, на которых воплощаются души. И в этих цивилизациях, как, например, Плеядцы, Сириус, или Арктурианцы, или Андромеда, есть вознесенные мастера и уровень света, который в более высоких измерениях. Этот уровень света — это то, где у нас есть иногда связь с учителями, которые не только Санат Кумара, и не только наша душа, и Бог, и богиня, и все другие учителя, но также бывают учителя и из высоких цивилизаций. Сегодня с нами работают арктурианские учителя, и как с ними работать, если у вас есть связь, это значит, обычно это люди, у которых есть целительский талант. So Arcturians are usually people who have gift in healing. So если у кого есть какие-то навыки или интересы к целительству, пожалуйста, напишите плюсики. А если нет, то нолики. Целительство себя, целительство планеты, целительство своей энергии, целительство в любой степени. Если хочется протянуться и полить цветок, если есть какие-то навыки к целительству, напишите плюсики. Окей. Те из вас, кто написали плюсики, вы точно в правильном месте и в правильное время, потому что цивилизация арктурийская, мы как раз этим занимаемся, это целительство. И причем у нас есть такие капсулы, в которые иногда, если вы на высоком, на горе или где вас могут поместить в эту капсулу, вы почувствуете, что ветер остановился, никаких звуков нету, и вас могут с помощью обычно цвет лечит. И еще я покажу. И у вас может происходить лечение, а еще может открываться свои собственные таланты к лечению. Сегодня мы делаем трансченнелинг с Ниной. И, например, какие сообщения вы можете получить, если вы как с учителем поговорите со своей арктурианской или с семьей, или вы как-то работали вместе, или у вас есть общее предназначение. Но перед тем, как я покажу эту статью, еще объясню, что трансченнелинг — это форма, когда мы меняемся местами с вознесенным мастером, когда у нас есть такой контракт, когда, например, нам надо поделать что-то другое там на корабле или где мы находимся, а в этот момент учитель через наше тело, если оно правильно подготовлено, через упражнения и правильные медитации, может войти на короткое время, чтобы поговорить, например, с вами. А есть также и другие типы ченнелинга, когда мы слышим учителя, и мы получаем информацию для себя, или мы ее получаем для тех людей, которые приходят к нам на сеансы. И сегодня я хотела объяснить, что те из вас, кто не занимается ченнелингом, вы можете почувствовать, что это немножко опасно или это может быть страшно, но на самом деле это просто как любая профессия. Те, кто считает, что это для них, они легко этим занимаются, а те, кто не считает, что это для них это страшно. Если у вас есть какие-то вопросы перед тем, как я прочитаю свой ченнелинг, если у вас есть какие-либо вопросы, как именно я это сделала, или какие-то вопросы по тому, как я работаю с арктурианцами, как ченнелинг вообще происходит, то, пожалуйста, спросите сейчас, чтобы потом не спрашивать. Пока временно закрою, чтобы вы могли меня увидеть. У кого есть вопросы насчет ченнелинга? If you have any questions about channeling, then ask it now, please. Как происходит ченнелинг? Сегодня у нас ченнелинг происходит путем перемещения энергии в другие места, а то, что я вам сейчас зачитаю, происходило путем просто, как обычно, написания статьи. Вопросов нет. Переходим на следующую часть. Итак, здесь написано по-английски, so there is an English version of this, и по-русски. Например, личные сообщения от вашей семьи света о том, как вам работать с целительством, как вам продолжать свою работу, может происходить вот в такой форме. Например, я сегодня показала пример сообщения, которое пришло мне 24 января. И вот я его зачитаю. Нам неизвестно, состоит ли твое энергетическое поле на данный момент преимущественно из квантовых или огнечастиц. То есть огни, мы используем санскритское слово для того же самого, для чего использует и Наталья Котельникова, и Санат Кумара уровень огни, который над ментальным планом. Читаю дальше. Тем не менее, мы общаемся с помощью телепатии и научно обоснованных технологий. То есть общение между мной и моей семьей света происходит с такими
такими технологиями. Для твоей наибольшей выгоды мы рекомендуем тебе начать песню Hot Mess. Это одна из песен, которая была написана на заказ арктурианцев, чтобы помочь вылечить сознание людей, но ее первая версия была сделана, и сейчас они попросили ее вторую версию. Коротко объясню, Hot Mess is a song that was released. Это песня, которая о том, как исправить, если мы сделали ошибку, как ее исправить. И не сразу ее исправить, не побежать на реакцию и быстренько что-то сделать противоположное, а успокоиться, подумать и один раз ее точно исправить. И когда есть ошибки, это песня про то, как спокойно быть, не паниковать и спокойненько ее с первого раза исправить, любую ошибку. И меня попросили, например, сделать ченнелинг этой песни на этой неделе. И, кстати, когда я его сделала, хотя у меня нет абсолютного слуха, но когда я прослушала запись, и ко мне пришел мой продюсер Джерри Сноу, то она была точно в до миноре, что практически невозможно, потому что у меня нет абсолютного слуха. Но когда у тебя происходит ченнелинг, тогда происходят такие точные совпадения. Что касается источника исцеления, который мы используем для наших кораблей и капсул, это искусственный клеточный гармонизатор. Те из вас, кто чувствует, что они хотят проделать исцеление сегодня или какую-то часть себя исцелить, пожалуйста, напишите мне плюсики. Не плюсики, мы делали плюсики, единички. Единички, напишите, что сегодня хотите сделать медитацию и подняться на корабль и поделать исцеление. Я еще раз повторяю, что это не трехмерный, это вознесенные мастера и корабль энергетический, и мы поднимемся через свою сатраму вверх к своей душе, и оттуда мы попадем на тот корабль, на который капсула больше всего к нам подходит. Что касается источника исцеления, вот эти корабли и капсулы, у вас поместят такую овальную капсулу, и в ней будет происходить медитация и лечение. И это произойдет через пару минут, хорошо? Все из вас поставили единички, так что вы как раз в правильном месте и в правильное время. И не забудьте до того, как мы перестанем делать этот ченнелинг, задать свои вопросы к артурианцам, потому что как только мы сделаем медитацию, мы уходим, и приходит Отец Небесный, и этот ченнелинг заканчивается. Так что, у кого есть вопросы, сейчас у вас есть случай спросить. This is the moment where everybody can ask real-life questions to the Arcturian culture if they are interested in it. Either language is welcome. Окей. Этот клеточный гармонизатор перенастраивает как частоту, так и выражение в физическом к тому, что называется божественным планом или идеалом. То есть у нас в капсулах мы используем для кораблей капсулы. Сегодня те из вас, кто поднимется к нам на корабль, мы поставим вас в капсулу на 2-3 минуты, и это будет искусственный клеточный гармонизатор, который, понятно, гармонизирует нашу структуру, но как он ее перенастраивает, это на частоту, которая соотносится в физическом с божественным планом или божественным идеалом, то, чем вы должны были быть. Еще это называется идеальная молекулярная структура. Когда мы соединяемся с 5 и 11 измерениями твоей души, становится очевидным, что обучение, которое ты получила от нас, используется с разборчивостью. Ну, мой ченнелинг был получен на английском, потому что я выросла в Канаде и иногда получаю ченнелинг на английском. Но что это значит разборчивостью? Это то есть не везде, где подряд я применяю те навыки, которые меня научили, а я их применяю там, где действительно их надо. И это очень важно, когда вам дают какие-то духовные дары, их использовать именно с разборчивостью, то есть знать, где их использовать, а где применение их не принесет никакого результата. Однако наша цель – воссоздать твои прежние навыки в целительстве, чтобы оно достигло его надлежащего качества. То есть это значит, что у меня были навыки, но сейчас я их возвращаю обратно в свое, то, где они должны быть, на тот уровень, на который они должны быть. Отсюда и использование частот, таких как энергия и звук в твоей работе. Как вы знаете, многие из вас, что я занимаюсь музыкой, а также я рисую искусством, и поэтому, когда я работаю на своей ежедневной работе, я применяю такие целительские энергии, как звук музыкальный, и в четверг вы проверите, кто из вас захочет прийти, у нас будет музыка. Thursday at 10 a.m. At 10 a.m. ET we're gonna have music performance. И у нас также применяется и энергия разных частот искусства. Вот. И так оно и есть, арктурианская семья. Это такое сообщение можно получить тогда, когда у вас есть ченнелинг или прямой контакт
с вашей семьей света. И сейчас, перед тем, как мы начнем медитацию, я объясню, что мы будем делать. И медитация будет очень коротенькая, и мы перейдем на главную часть нашей лекции. So I see Nicholas is the only one who speaks English here. So we're just going to do our first meditation, and then we're going to have the main part, and then we're gonna have our discussion then. И наша медитация сейчас будет происходить с арктурианской семьей света. И перед тем, как мы начнем, я последний раз спрашиваю, если у кого есть вопросы к артурианцам, которые сейчас проводят ченнелинг, то можете их задать в нашем чате, и я на эти вопросы отвечу. Если ни у кого нет вопросов, то этот шанс ответить на ваши вопросы будет потерян, потому что после этой части лекции мы уходим, и наш ченнелинг с Ниной заканчивается на сегодня. У кого, может, есть какие-то вопросы, как они работают с вами, где они живут, какие они вознесенные мастера, где их корабли находятся, в каком измерении. Если у вас какие-то есть любые вопросы, вот сейчас их, пожалуйста, напишите. Ольга Дмитриевна, я вас призываю каждое утро, вы меня слышите. Да, когда мы работаем с людьми с третьего измерения, в первую очередь мы всегда ждем, чтобы нас призвали. И это, кстати, очень правильная техника, именно призвать своих учителей, вознесенных учителей, с которыми вы работаете и уверены в них. И призывание может выглядеть в любой форме, но всегда не забывайте, Ольга, говорить арктурианская семья света, плеядийская семья света, те, которые работают с светом, из божественного источника, из высших измерений, чтобы не притянуть те, которые просто могут быть как люди. Есть разные люди. Есть люди, которые выбирают высокую вибрацию, которые не выбирают высокую вибрацию. У всех есть свободный выбор. Не забывайте говорить арктурианская семья света. Да, мы слышим, и когда утром человек просыпается и просит полечить или связаться артурианскую семью света, лучше всего расслабиться, пару минут полежать, почувствовать вокруг себя капсулу. Может быть ощущение такого покоя, как будто вы попали в закрытое пространство или в пещеру, но оно всего длится пару минут. И обязательно, если у вас есть связь с своей душой и со своим высшим «я», и у вас уже развитая телепатия, то постарайтесь услышать также нашу информацию и наши советы, потому что мы, в принципе, вне времени взаимосвязаны, и ваше будущее – это наше прошлое. Поэтому, если есть осознанная телепатическая способность, Ольга, то можете и начинать принимать больше сообщений, а не только чувствовать энергию. Какие еще есть у кого вопросы про арктурианскую семью света? Пожалуйста, благодарю, Ольга написала. Пожалуйста, напишите сейчас. Надежда Глушкова. Лечение на физическом уровне или на ментальном уровне? Лечение происходит, да, на физическом уровне. Мы встречаемся на уровне огни, на уровне... Сейчас я перейду обратно сюда. Мы встречаемся, вот здесь написано, на квантовом и огне-уровне, то есть многомерности. Мы там встречаем вас, до туда надо дотянуть свою вибрацию, чтобы подняться к вознесенным учителям. И когда мы там встречаемся, мы тогда начинаем из этого уровня проходить через все уровни и воплощать физически именно уровень, то, что называется божественный идеал, divine perfection. Так что мы сегодня будем делать на физическом уровне лечение, оно будет происходить от огненного и квантовых уровней, которые более высокие, и оно будет происходить вниз по уровням, оно будет проходить вниз по уровням и доходить до самого физического уровня. Это очень важно, чтобы мы задели именно физический уровень сегодня. Это очень хороший вопрос, спасибо, Надежда, потому что мы должны именно заземлить. Мы не можем просто помедитировать, а потом вернуться в больное тело. Мы пройдем в капсулу в нашем энергетическом теле, и оставаясь в огненном, в квантовом, мы пройдем через астральный и ментальный. То есть это как энергия лечения. Она вся проходит через все уровни, и мы должны ее дотянуть до самого физического уровня. Какая у вас мерность? Но сейчас мы разговариваем, поскольку у нас есть ченнелинг с Ниной, то мы разговариваем, как мы объяснили, через 5 и 11 измерение, потому что в этих двух измерениях у нас есть конкретные семейные DNA-связи с предыдущими воплощениями души Нины, и так у нас получается связь, где мы можем встретиться. Если, например, вот Наталья Любимова спрашивает, если бы вы с нами связывались, вам бы надо было подняться на
14 измерение, потому что там у вас есть некоторые родственники на арктурианской цивилизации. Вот. И, например, возьмем пример, если вы не против, Наталья Глушко, которая тоже задала вопрос очень хороший. Если бы она связывалась, то ей бы можно было просто подняться на 7-е измерение и тогда из этого связаться с нами. И помните, что квантовые уровни сознания, они очень тесно связаны с тем, что у вас в школе Саната Кумары называется астральный, ментальный, огни, атма, будхи и все другие планы. И кроме этого у них есть подпланы. И так же самое и с измерениями и мерностью. Поэтому у каждого человека свои конкретные есть частицы, которые уже разработаны, и нам легче, чтобы вы туда поднялись, и там у вас уже есть арктурианская энергия целителя, и оттуда вы можете спокойненько, без всяких напряжений, а также безопасно связаться со своими аспектами, с вознесенными учителями арктурианскими. Ольга спрашивает еще один вопрос. Мой муж неслышащий, как он может сейчас обратиться к нашим друзьям, чтобы и его взяли для лечения? Те люди, у которых нету слуха или нету видения, или нету каких-либо из sixth sense, из чувств, они работают с нами на том уровне, где у них есть чувство. То есть он может не слышать на физическом уровне, но, как мы объяснили, мы пойдем на огни уровень, на уровень квантовый, в котором, если у него развита телепатия, например, Нина, она не слышит слова, она слышит информацию как блок информации, она сразу спускается, потом переводится на русский, английский язык. То есть ваш муж должен, мы ему объяснить, или пускай он прочитает, или напишите ему сейчас, чтобы он именно поднялся через ментальный, через огни, выше на свою вибрацию. Для него это надо 11-е измерение. И когда он поднимется там, где примерно где богиня, да, где вы с богиней работаете в школе, мы его там встретим, мы его посадим в капсулу, и он получит информацию на том уровне, где у него идеальная душа и идеальное тело. Это только физическое, у него нету слуха. И он обратится, как он может обратиться к нашим друзьям? Это называется арктурианская семья света. И у вас, кстати, у всех, кто поставили плюсики, есть связь с этой семьей, даже если вы ее не помните. И он может обратиться через то, чтобы сначала туда подняться, нас призвать, арктурианская семья света с божественной энергией, пожалуйста, помогите мне соединиться со своими аспектами, получить обратно свои умения, полечиться. Мы его встретим, и мы ему предоставим энергию, которая ему необходима в нашем гармонизаторе именно этих клеток, клеточном гармонизаторе. Ольга, мы понятно объясняем или... Да, понятно, хорошо. Где-то на 11 измерение для него. И Наталья Любимова. Я бы хотела, чтобы вы улучшили мне чувствование. Чувствование измерений, чувствование телепатическое или чувствование своей собственной интуиции и высшего я. Пожалуйста, уточните, какой из этих трех, Наталья. Измерений разных чувствования, потому что мы когда понимаемся, там разные геометрические структуры. Что-нибудь. Хорошо, тогда сегодня у нас будет, например, когда мы сейчас начнем медитацию, Наталья, вы сделаете намерение. Я прошу свою семью света, чтобы арктурианскую семью света улучшить чувствительность, если это по божественной воле. И для меня безопасно на этом моменте моего духовного развития улучшить мою чувствительность связи с моим высшим я и Богом. Также чувствительность мерности, что я могла передвигаться в безопасности и осознанности. И любой другой тип чувствительности, который вам не хватает в жизни. И когда вы будете в капсуле, то, пожалуйста, почувствуйте, как это происходит. И после того, как это произойдет, вы можете каждое утро это повторять. И, пожалуйста, не рассказывайте больше эту историю, что у меня нет чувствительности, потому что сегодня она точно появится, и своими словами можно очень много прогресса убрать. Окей, хорошая идея, Наталья Любимова. Если у кого есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет, мы начинаем сейчас медитацию. Благодарю, пожалуйста. Всегда приятно с вами встретиться. Итак, we're starting our meditation. Мы коротко скажем по-английски для Николаса, и потом перейдем на детальное объяснение по-русски. So we're going to do a little meditation, Nicholas. If you have any sense of healing in you, you can relax, close your eyes, take a deep breath, and intend to connect with your Arcturian family of light.
You may feel calm or peaceful around you for a couple of minutes, and then we'll switch to our next part of the presentation. Итак, все наши друзья, сейчас мы начинаем нашу медитацию. Во время медитации будет приятная расслабляющая музыка, которая спета на языке алавашка, который, конечно, считается... Да, Ирина, кстати, те из вас, кто знает, что они не заснут за пару минут, если у них... Пожалуйста, ложитесь, можете лечь на пол, можете лечь рядом с компьютером, можете лечь на кровать, чтобы вы просто слышали инструкции, а после этого я выключу свой микрофон и включу музыку, и я вас позову, когда медитация закончится. Очень-очень хорошо лечь, потому что если ваша голова расслабленная, то это будет очень глубокое лечение. А если ваша голова напряженная и держит ее мышцы шеи, то лечение будет не настолько сильное. Итак, сейчас я быстренько объясню нашу медитацию, и мы тогда начнем ее проводить. Итак, для того, чтобы расслабиться, возьмите 2-3 глубоких вдоха и выдоха. Разъедините свои руки и свои ноги. Если вы уже лежите, то расслабьте их. Можете положить руки на сердце, но опять не перекрещивая, чтобы связаться со своим центром божественным. На сегодняшней медитации те из вас, кто получили инструкции, в какую мерность подняться, вы подниметесь именно в эту мерность. Те из вас, кто получили инструкции, также умеют это делать. А те из вас, кто не получили инструкции, пожалуйста, просто начинайте с того, что вы подниметесь в свою 8-ю чакру над вашей коронной чакрой, потом вы подниметесь в ваши астральные, ментальные, огни, и также можете подняться выше, там, где мы встречаемся с богиней и Отцом Небесным. И те из вас, кто не уверены в своих способностях медитативных, пожалуйста, призовите свое высшее Я, Бога, Саната Кумара, богиню, архангелов и, конечно же, вашу семью Арктурианского света. Мы призываем Саната Кумара, великую богиню Господа, нашу душу, Артурианскую семью света, чтобы в божественной безопасности, любви и гармонии пройти в наше измерение, где у нас есть связь с Артурианской семьей света, получить лечение сегодня, которое дойдет из огненного к физическому уровню, получить умение лечить самого себя и получить исправление молекулярной структуры к божественному идеалу. Если у вас есть рядом кристалл, вы можете взять в руку кристалл и его подержать, пока вы делаете медитацию. Если нет, все в порядке, ваше тело также является кристаллом. Вы глубоко дышите, и когда я включу музыку, я бы хотела, чтобы вы спокойненько и без всяких переживаний начали чувствовать свою энергетическую структуру, чувствовать свою энергию вокруг тела, ауру, энергию вокруг ауры, а также энергетические структуры, которые окружают и защищают вас, как божественный поток энергии, который золото-розового цвета всегда сияет над 12-й чакрой. Соединитесь со всеми аспектами своей души, чтобы вы были окружены, как в моей картинке, человек окружен, сидящий здесь, золото-розовой энергией. Это энергия любви, которая исходит из вашего сердца и также межгалактический центр вашего существования, который помогает связаться с любым измерением. Когда вы начнете медитацию, вы опять призовете нашу семью, попросите, чтобы вас посадили в капсулу для вашего лечения и улучшения того, что вам сегодня необходимо, и обязательно, чтобы это опустилось на физическую реальность и стало частью вашей жизни. И в конце, когда мы закончим медитацию, не забудьте сказать «так оно и есть», «благодарю», это уже сделано. Итак, мы начинаем нашу медитацию. Песня будет на языке алавашка. Надеюсь, вам понравится. Всем успехов. Спасибо. Yamana apachino uwa, siva na apakaso, amahafamo, ashina na nakawala.
Hasa na over Amaha for sure on my adinini Omokuma asiku ono Ona huala Oza Mamazio Hava somono Kapuna shio no Niko pata fasta nama Hamana Kizo no sana kumara vono bawa Sina mo sana kumara vozorina Sopo pagina mana ho fola mana no Ojina o ojina Avono no sei Sinka no amashi ano omo osumo mozia Asam afosh ana hua pamomoa si je no mono Samana hobo ha ola na sinama kafosonazi ha omokuamumba olazi ahina bozo ohaya Samana homo sivana homo Okay. This next song is going to be for later today. Те из вас, кто делает медитацию, не торопитесь возвращаться, спокойненько, когда вы готовы, тогда возвращайтесь. Если кому понравилась музыка, я сделала видео, но оно не опубликованное, и оно только его можно найти по ссылке, которую я сейчас послала. The music, you can copy the link to it because you cannot find it otherwise. Те из вас, кто закончили медитацию, пожалуйста, я очень прошу, чтобы вы поделились своими впечатлениями, написали их нам, хотя бы что-нибудь. Можете, например, написать «получилось», «расслабился», что-то почувствовал, что-то получил информацию. И когда я прочитаю эти сообщения, они войдут в физическую реальность и станут более реальными. И на нашей записи видео будет опубликовано, вы можете еще раз вспомнить, что вы получили. Те из вас, кто лежал, помассажируйте немножечко руки, помассажируйте немножечко лицо и вставайте медленно, возвращайтесь к монитору. Мы будем продолжать нашу презентацию. Перед тем, как мы продолжим, я бы хотела, чтобы, пожалуйста, поставьте плюсики, у кого получилась медитация и кто уже вернулся, если вы стесняетесь написать, а если вы не стесняетесь, я сейчас прочитаю. Наталья Любимова, я чувствовала волнение и счастье. Это очень редкая вибрация сейчас, это хорошая вибрация, это энтузиазм. У Ольги, Николая и Валентины получилось. Если у кого какие были впечатления, может, вы что-то увидели, может, почувствовали, может, немножечко вас что-то пощекотало где-то. Разные впечатления расскажите. Ольга Дмитриева, я чувствовала, как поднимаюсь. Чувствовала, как поднимаюсь уже, когда медитация началась или перед тем, как вошла в капсулу. Может, напишите нам, Ольга, будет приятно знать. У Ларисы получилось, Евгения получилось, ага, и Валентина получилось. Надежда, я только вошла во вкус и конец. Окей, Надежда, я пока тут буду рассказывать статью.
И у нас это будет в записи, так что вы можете вернуться в медитацию, и пока там находиться в медитации, можете слушать нас. И еще мы вот ссылку на эту музыку, которая помогает подняться, я послала здесь у нас в чате. Я ее, правда, не могу опубликовать сейчас, но пока что можно ее сохранить себе. Отлично, вошла во вкус, это уже хорошо. Как началась медитация. Отлично, значит, понимание на следующий уровень, чувствительность хорошая. Наталья Цой получилась, и Ольга Бухнаева тоже получилась. У кого есть какие-то сообщения от своей семьи или какое-то новое открытие, что-то они узнали или увидели, пожалуйста, дайте нам знать тоже. У меня тоже получилось, но я уже там находилась в капсуле, но состояние до того, как я вышла в капсулу, и когда вышла в капсулу, абсолютно разное, намного более яркое, легкое, радостное. Если кто хочет поделиться своими впечатлениями, то, пожалуйста, делитесь. А мы переходим на следующую часть нашей презентации, где мы будем делать с Отцом Небесным, информацию для вас. Это главная часть лекции, очень важная. И, как вы знаете, я очень люблю делать музыкальные презентации, но это было настолько важно, что сегодня мы делаем презентацию, которая не музыкальная, потому что нам нужно было подать некоторую информацию. Следующая часть лекции, транс-ченнелинг, идет с Отцом Небесным через мой прямой канал. Можете задавать вопросы, хотя, конечно, у всех есть своя собственная связь. Итак, в своем особом сознании люди могут связываться со своей душой и четко получать информацию о том, как подняться по вибрациям и соединиться с высшими аспектами своего существа, постепенно притягиваясь ближе и ближе к тому, что мы называем Творцом и Отцом Всевышним. Если есть какие вопросы, пожалуйста, сразу задавайте, потому что здесь возвращаться будет чуть-чуть труднее. Но с влиянием окружающей среды сейчас, в 2023 году в январе, а также волн, которые посылаются государством на сознание людей, они отвлекаются, люди отвлекаются. Это уже не отвлечение просто на телевизор, газету, журнал или телефон. Это старые новости. Сейчас волны, которые посылаются на человеческое сознание, они намного больше тонкие, они тоньше. Как наночастицы, которые могут проходить между клетками, эти волны проходят между нашими мыслями, между нашими намерениями, медитациями и отвлекают нас от связи с душой. Я буду ставить картинки по-английски для того, чтобы so people who watch this in English can read this. А для вас я буду говорить по-русски. И сегодня эта статья, которая уже выпущена на нашем сайте sanatkumara.ru, можете ее прочитать. Я сегодня о ней буду рассказывать, об этой статье. Итак, недостаточно больше для вас просто выключить телефон, телевизор или уехать в село даже. Иногда для того, чтобы сделать особое сосредоточение на своем духовном пути, а не поддаваться влиянию волн, которые государство посылает, чтобы отвлекать нас от нашего духовного восхождения ближе к Богу, для этого необходимы уже совсем другие процедуры, которые только каждый человек может создать сам для себя. Есть ли какие-то вопросы отступления? Потому что сейчас я буду переходить на точные инструкции, как и что делать. Если кто эти волны чувствовал или чувствовал, когда он даже, может быть, пошел что-то сделать, и потом у него произошло отвлечение, и он совершенно забыл, что он начал делать, или если у кого-то бывало, что у него нету полной сосредоточенности или контроля над тем, что он делает, хотя он высокого уровня духовный работник, то напишите единички. А если те люди, у которых всегда получается точно сосредоточиться на всем и нет никаких отвлечений, то напишите нолики. Те из вас, кто пишет единички, сегодня у вас будут некоторые предложения. Те из вас, которые пишут нолики, сегодня вы проверите, какие у вас техники есть, и какие мы предложим. Валентина и Ольга и Валентина сегодня в конце нашей медитации, может, вы поделитесь, что вы сделали, чтобы достичь такого сосредоточения. А все остальные, кто поставили единичку, сегодня я вам дам 7 разных идей, и в конце лекции вы скажете, какие идеи вам больше всего понравились. Переходим, я буду пока продолжать. Итак, то, что
рекомендуется для, например, Нины, и сегодня, как всегда, будет мой пример, чтобы никого не обидеть. Я сделаю пример, что для меня работает, и в конце мы посмотрим каждый на свое, что для вас работает. Итак, вот моя статья. То, что рекомендуется для, например, Нины, может не совсем подходить, например, для другого человека, как Дмитрий или Сергей, который будет читать эту статью или который сегодня на нашем уроке будет ее слушать, те, кто понимает по-русски. Но в то же время это покажет эти 7 вещей, которые мы сейчас вам прочитаем, они покажут такие типы защиты от волн, посылаемых государством, все-таки существуют, и их можно выработать и поставить для своего проводника физического, то есть физического тела, чтобы он не отвлекался не только на волны, которые посылаются государством, но также, конечно же, все еще сюда включаются журналы, газеты, телефоны, телевизоры, они все еще могут вас отвлечь, но сегодняшний разговор будет более про тонкие виды энергии. Но та, которая самая опасная волна сейчас, это все-таки тонкая волна, посылаемая государством на сознание людей для того, чтобы контролировать восхождение по духовному пути и его приостанавливать. Цель этой волны, конечно же, приостанавливать духовное развитие, потому что те люди, которые духовно развиты, они не поддаются контролю. У нас, как я сказала, сегодня есть Валентина и Ольга, которые уже нашли свой путь защиты, и вы можете, Валентина и Ольга, нам написать, что вы используете для этого, а я пока буду рассказывать, что Отец Небесный советует для Нины. Итак, когда мы говорим, что эти волны государство посылает на сознание людей, чтобы контролировать восхождение их по духовному пути и его приостанавливать, это я так мягко перефразированная форма того, что на самом деле происходит. А то, что на самом деле происходит, оно, конечно, более серьезно. Поэтому срочно и сделали для вас эту лекцию. В первую очередь, для того, чтобы привести примеры, мы объясним, что получать эту информацию лучше всего напрямую от Творца и Бога. То есть сегодня у меня ченнелинг идет от Отца Всевышнего через мой канал Нины, а у вас у каждого свой канал. И лучше всего такую информацию, мы покажем примеры информации, получать от Творца и Бога напрямую, если можно. Или от своего сердечного центра, положив руки на сердце. И когда получаешь эту информацию, ее, конечно, лучше всего перепроверить раз 10 на разные типы дней и месяцев, чтобы убедиться, что эта информация правильная. То есть подождать и посмотреть подтверждение в реальной жизни. А сегодня мы приведем, как обычно, пример Нины, который будет, что она делает для защиты от этих конкретных волн. Но также хочется заметить, что даже если вы делаете все эти вещи, которые мы сейчас перечислим, все-таки это не убирает требования всегда быть осознанным мыслителем, осознанным в своих эмоциях, осознанным в своих намерениях и осознанным в своих действиях. Без этого, конечно же, ничего, что мы перечислим, не сработает. Окей. И сейчас мы будем ее вам давать, я буду ее медленно читать по-русски. Если что непонятно, пожалуйста, пишите вопросики, и я все перечитаю и объясню более детально. Кто готов получить 7 этих разных принципов? Напишите, пожалуйста, плюсики, чтобы я знала, сколько у нас заинтересованных людей. Кому это не интересно, они ждут встречи новостей, то нолики. Леонид написал 5 плюсиков. Вау! Александр, Ольга, Николай, Валентина, спасибо. Евгения, Ирина, спасибо. Ирина Гасина, Галина Томина, все сказали да. Спасибо. Итак, мы переходим на нашу презентацию. И, конечно, без этого контроля над своими мыслями, эмоциями, намерениями и действиями ничего не сработает. И также предполагаю, что сегодняшний пример Нины, например, это работает только если, например, Нина поддерживает мыслительный процесс чистым, то есть только мыслить то, что она действительно хочет мыслить, только делать то, что она действительно хочет делать, и только смотреть и видеть и принимать то, что она хочет видеть и принимать. Это относится обычно к телефону, к телевизору. То есть полная осознанность, также и эмоциональная. Если это уже сделано как пререквизит,
то тогда последующие 7 типов защиты могут сработать, чтобы завуалировать, заблокировать волны, посылаемые государством не только на Нины, на сознание, но и на сознание людей, чтобы приостановить духовное развитие. У нас английский текст, потому что у нас есть некоторые английские гости, но если вам... Вы можете нажать на картинку меня, смотреть на мое лицо, чтобы через глаза получать еще более детальную информацию. Итак, начинаем наш список. Первое, что можно сделать, это после того, как мы выходим в новое пространство или в пространство, связанное с новыми типами людей, или в сознании, мы никогда не знаем, если человек, которого мы встречаем, действительно человек или это другое существо. Но в любом случае, если ты встречаешь того, с кем ты раньше не контактировал на физическом плане, лучше всего или положить соль в ванную и в ней посидеть, чтобы очистить энергетику, горячая ванна, или положить немножко соли на тело, в ладошку положить и в душе потереть тело, чтобы очистить его энергетику, с намерением, что вода очистит вместе с солью энергетику физического проводника. Это первое. Если вы встретили новых людей, таким прямым языком, но то, что я сказала, это более правильно, то тогда немножко солью почистить тело с водой. Конечно, можно окунуться в океане или в море, если есть. Это первая из 7 процедур, которая, например, может сработать для Нины. Второй пример такой процедуры, которая очищает сознание, это то, что используется также и в школе Саната Кумары. Это заземлиться в Матушку Землю и в ее настоящий сердечный центр. Если кто сегодня не заземлялся, советую сейчас заземлиться от сердца вниз. И завыситься, и когда мы заземляемся к Земле, не забудь сказать спасибо, Матушка Земля, что ты даешь нам жить на твоей поверхности. И также завыситься вверх, протянуть тоже энергетический шнур, поднять сутратму и также к божественному началу, к Отцу Всевышнему, чтобы связаться действительно с правильным источником прямо вверх. И почистить свою ауру, после того, как мы связались вниз и вверх, почистить свою ауру, свои чакры, просматриваем чакры 1, 2, зажигаем их ярким светом, слушаем, если у них есть информация, почистить свою ауру, начиная с каждой чакры, проверить, что они все светятся, и если нет, почистить их, зажечь их своим намерением. И также свою энергетику чистим, убедиться, что нет никаких сущностей, никаких влияний, никаких предметов, которые могут повлиять, таких технологий или полей, висящих над человеком и вокруг человека. А после того, как аура почищена, сутратма выровнена и заземлено и завысено сознание, после того, как весь проводник очищен на всех энергетических уровнях, после этого, что мы делаем, это огромный взрыв. И как мы его делаем, этот взрыв, который распространяет очень яркий свет из сердечного центра и во все реальности, в которых существует этот человек и его сознание. То есть после того, как мы все прочистили, мы из сердца распространяем яркий взрыв, который будет светлым, скорее всего, ближе даже к белому цвету. И этот яркий свет – это символ того очищения, которое человек сам создает во всех полях, сжигая, убирая и очищая его от влияния, которые не были призваны этим самим человеком. Как у меня это происходит, это обычно взрыв, естественный результат такого очищения. Третье – это когда мы принимаем еду. Как мы кушаем? В этой еде из-за того, что она выращивается не натуральными путями, и даже натуральная еда имеет влияние химикатов в воздухе, она может иметь разную информационную структуру. Поэтому, когда человек принимает еду, а в этом случае Нина, то она должна принимать ту еду, которую по интуиции она знает, ей нужно принять, а не ту еду, которую ей, например, предлагают друзья и знакомые, и не ту еду, которую, например, популярно кушать, потому что все ее кушают, или ту еду, которая, например, просто есть в доме. Это должна быть конкретная, правильная еда. Здесь нельзя в этом случае, когда мы используем еду как ту вибрацию, которую мы смешиваем со своей вибрацией тела, да, когда она переваривается. Здесь не подходит психология, когда у некоторых из нас нету достаточно денег, и ты ешь, что есть.
Здесь это, к сожалению, не подходит. Здесь надо иметь достаточно хорошую финансовую поддержку, чтобы именно съедать то, что необходимо, и только что тебе необходимо, без всяких исключений. Это третье. Сейчас я посмотрю, если какие комментарии пропустила. У нас Ольга Дмитриевна написала «утренние практики». Угу. Вот есть еще один пример. В примере, да, который я сегодня привожу, нужно делать полную осознанность плюс 7 вещей. А вот, например, у Ольги Дмитриевны практика «Утренние практики». Приглашаю Архангела Михаила для защиты, заземления, укрепление ауры разными способами, разным способом, и разные практики, и осознанность постоянная, анализ своих поступков и поступков других людей. И еще камертон помогает. Угу. Вот у нас, кстати, очень схожий пример. Ольга тоже использует для себя, для нее это работает. Так что примите к сведению перед медитацией, какой для нее. Спасибо большое, Ольга, очень хорошо. Переходим на 4. Okay? Если какие-то вопросы есть, меня, пожалуйста, останавливайте и спрашивайте здесь, я просматриваю. 4 из 7. Это когда мы разговариваем с людьми, встречаемся с людьми и взаимодействуем с людьми. Это как еда энергетическая тоже, каждый разговор, правильно? То есть мы кушаем разговор, мы кушаем мысли, и мы кушаем эмоции, мы кушаем все. Неважно, если мы от этого слабеем или становимся сильнее, сразу наши чувства, это все равно энергия, которая проходит в наше тело и влияет на нас. Иногда, если даже мы защищены, но тот человек, с которым с нами общается на протяжении 2 часов, например, он имеет влияние от государства, то государство иногда использует других людей, чтобы повлиять на нас, тех людей, с которыми вы говорите. То есть здесь надо точно знать, кому и когда можно доверять. И слушать свое высшее Я, Бога, и иметь рассуждение, слушать правильно свою интуицию. Кого нужно слушать, кого не нужно слушать, на какие темы надо разговаривать, а на какие нет, на какие вопросы надо отвечать, а на какие не надо отвечать, и с какими людьми надо встречаться и разговаривать, обмениваясь энергией, а с какими нет. Это очень сложный, особенно для Нины, пункт, потому что здесь иногда можно, если ему следовать правильно, то тогда можно расстроить и обидеть своих друзей, каких-то людей, которые очень, например, хотят встретиться. Ведь духовное развитие старых времен в разные периоды времени говорило, что надо всегда оказывать помощь, всегда помогать, всегда быть готовым увидеть, разговаривать с человеком вживую. Но поскольку сейчас, в 2023 году, очень серьезное энергетическое влияние на сознание людей, здесь иногда люди против своей воли используются как инструменты государства. И только поэтому старинная доброта, когда всем всегда помогаешь и всегда делаешь, здесь очень надо быть аккуратным. Если твоя интуиция говорит не встретиться с человеком, или не поговорить с человеком, или, возможно, не ответить на какие-то вопросы, то даже если это выглядит грубо, здесь надо иметь смелость это сделать, и потому что мы не знаем, иногда человека использует государство временно, как-то он расслабился, вот. И для Нины это, конечно, сложно, потому что она любит доставлять людям приятные эмоции, но для некоторых людей это будет просто. Но в любом случае это очень серьезная защита. Это выбор встреч, выбор разговоров и выбор каждого слова. А вот Ольга Дмитриевна еще написала, бывает, после общения с человеком через время чувствую выкачку энергии, приглашаю ангелов исцеления и помогают. Да, у меня тоже бывает. Например, ты говоришь с человеком, столько много энергии, что-то происходит вроде интересное, а на следующий день просыпаешься, как такое чувство, как какое-то как усталость, и как будто ты побывал на каких-то наркоманских вечеринках или все, какое-то странное чувство. И его очень сложно объяснить, но на самом деле это то чувство, когда человека использует государство, чтобы повлиять на нас, и поскольку мы этому человеку хотим доставить приятное, мы помогаем государству производить на нас влияние. Ангелы исцеления, конечно, можно их призывать, а лучше, конечно, до этого не заходить, Ольга, правильно? Валентина прислала цветочек. Последующие у нас будет 5, 6 и 7. Они будут все вместе, пункты. Сейчас быстренько закончим. А вот Ольга Дмитриевна еще написала, душ частично помогает смывать энергии. Угу, да, душ, и особенно если положить чуть-чуть соли в ручку, и чуть-чуть даже вот тут вот солью просто
посыпать себя солью, и эта вода, она очень может очистить нас. Последующие 3 пункта, они все вместе. Вообще все эти пункты вместе, но особенно последующие 3. Первый из них – это правильные физические движения, а вот эти – это некоторые люди, это называют… Первый, 5 пункт из 5, 6 и 7 будет 3 пункта вместе. Первый из них, 5, это будет на физические движения. Первый из них – это правильное физическое движение. То есть пункт 5 – это правильные физические движения. Что я имею в виду? Некоторые люди это называют зарядка, но это не зарядка. Это энергетические движения, которые тоже создают энергию. Например, если вы подвинули руку, рука над головой, а потом рука прошла вправо-вниз до бедра, то вы нарисовали полукруг. Вниз и вправо до бедра вы нарисовали рукой полукруг. Это, например, вы нарисовали полукруг. Это энергетически совсем другое, как если бы вы нарисовали, например, линию. Или если бы это другая энергетика, если вы нарисовали полный круг или даже квадрат. Энергия геометрии имеет очень сильное влияние в нашей Вселенной. И когда мы делаем движение с помощью своего тела, например, хождение, или зарядка, или танец, или какое-то другое, например, растяжки, они создают энергетические рисунки, которые создают влияние на нашу реальность. Поэтому, как бы сложно это ни казалось, также мы советуем, например, для Нины, она делает только ту зарядку, ту йогу, те движения, которые исходят из проверенного источника интуиции, как душа или те люди, с которыми можно в данный момент, которым можно в данный момент доверять, или какая-то еще другая поддержка, например, как великая богиня может подать информацию, как делать зарядку. Последующие 2 – это физическое упражнение. Последующие 2 очень связаны с этим пунктом, потому что это тоже движение, это тоже геометрия. И это связано не с упражнениями, а с тем, что мы делаем. Например, Нина играет на фортепиано, да? Она может играть любое произведение из 100, которые она знает, но в этот момент, сыграв именно это произведение, энергетика выравнивается, очищается, и защита происходит от государства. Если кто-то занимается, например, вырезкой дерева, или какими-то движениями, как, например, печатание статей для своей работы, то они могут выбирать конкретно, что и когда делать по интуиции, чтобы создавать правильную энергию. Вот Наталья Котельникова печатает много статей, она знает, что в какой момент нужно выставить. И что бы вы ни делали в своей жизни, если вы человек, у которого есть движение в теле, у которого все работает нормально, для этих людей, то всякая работа, она создает энергетические потоки. Поэтому любое движение, особенно связанное с нашим намерением и с нашей работой в жизни, оно очень важно по интуиции только. И, конечно же, третье из этих 3 – это опять взаимосвязано с когда мы идем спать, okay? И когда мы просыпаемся. Как мы это делаем? Когда мы идем и когда мы просыпаемся. Как вы перед просыпанием, например, в это время, как мы поставили свою кровать перед сном, где мы заснули, как мы оделись или разделись перед сном, как мы подготовили свое тело ко сну и как мы связались в медитации с Богом. Эти движения – это мысленные движения, то есть мысль, движение мысли. Медитации, может двигаться мысль в медитации, это может быть физические движения в подготовке. Они создают то, как мы выходим и заходим обратно в нашу реальность вечером и утром. И если мы очищены и в правильном порядке, в правильном намерении, в смысле, например, на север или на запад поставить кровать или лечь и заснуть, в правильном окружении, то тогда это сможет очень сильно защитить нас от государственных волн, про которые я рассказывала. Например, для Нины мы используем такое. Чистую комнату. В этой комнате электронные приборы выключены. Для другого человека может иметь что-то другое важность. Мы также используем кристаллические решетки. Если у вас есть вопросы, как создать кристаллическую решетку в своей квартире или в доме, то, пожалуйста, вы можете этому научиться у своего высшего «я», спросить, как организовать свои кристаллы. Вы можете напрямую связаться с Ниной. Здесь есть email nina yogaandhealing@gmail.com.
И вы также, я этот email в конце еще поставлю, и вы можете также связаться с Богом напрямую, и Он вам выложит все кристаллы, которые у вас есть, в ту решетку, которая лучше всего для вашего отдыха подходит. Окей? И это очень-очень важно. Вот. И если у вас есть какие-то вопросы, сейчас их лучше задать, потому что это вся статья, которую мне продиктовал Бог для сегодняшней лекции. И сейчас мы перейдем на встречу с нашим новым другом. Еще написала Ольга Дмитриевна: при просыпании мои первые слова «я с Богом» 3 раза. Намерение — сильная вещь. Если кто хочет поделиться своими тем, что они делают, своими техниками, можете поделиться. У кого этих техник нету, напишите сейчас плюсики, и мы сделаем медитацию и постараемся разобраться, какие для вас подходят техники. У кого таких техник нету, поставьте плюсики, а у кого они уже есть, и они уверены в них, то нолики. Чтобы я знала, для кого эта медитация, сколько у нас людей хотят сделать эту медитацию. Ирина Гасина, у нее уже все хорошо работает. Можете с нами, кстати, поделиться. У кого этих техник точно для себя выстроенных против этих энергетических волн нету, то напишите плюсики. Спасибо. Те, кто написал, спасибо. Отлично. Большинство есть, есть пара людей, кому они не нужны, но мы сейчас сделаем медитацию. Итак, все, что вы слышите, где бы вы ни слышали, всегда надо перепроверять на себя. Мы сделали пример, который именно на моем примере, на примере Нины, а после этого примера мы сейчас сделаем просмотр каждый своего. Мы сейчас включим музыку, расслабимся и всего лишь пару минут сделаем эту медитацию для начала этого процесса. Напоминаю, что для того, чтобы найти эти правильные шаги для себя, в первую очередь необходимо иметь осознанность на уровне мыслей, эмоций и движений физических, намерений. И когда у нас есть полный контроль над этими вещами, то тогда у нас придет информация от нашего высшего Я или Бога, какие можно сделать для себя шаги. Может, те шаги, которые я для вас сегодня представила, для вас тоже подходят, но может, есть дополнительный шаг, как, например, Ольга сказала, я с Богом 3 раза утром, когда просыпаешься. Или, может быть, другой есть дополнительный процедура, которую тоже можно сделать. Те из вас, кто хотят лечь, вы можете лечь. Те из вас, кто хотят остаться сидя, можете остаться сидя. И мы сейчас сделаем короткое заземление в нашу в землю опять из сердца и завышение вверх. На этот раз мы завышаемся просто к Богу и почувствуем распространение золотого света, теплого света из нашего сердца. И когда мы дышим и выдыхаем глубоко, пожалуйста, мы дышим, мы чувствуем, как это облако расширяется и наполняет всю комнату, в которой мы находимся, и ставит нам защиту. Мы делаем намерение, что в этом расслаблении пару минут мы почувствуем и узнаем на своем языке те практики, которые для нас необходимо ввести в нашу жизнь, чтобы настроить ее на защищенный лад, где на нас никто не влияет, и наше духовное развитие идет по максимальному темпу для нас подготовленному, и влияние государственных волн у нас не будет, поскольку защита будет поставлена теми техниками, которые мы сейчас получим. Кто работает с учителем или со своей душой, могут получить прямые инструкции. Можно записать в наш чат, я их прочитаю, и они будут выставлены, вы не забудете. Просто поставьте нолик рядом с вашим комментарием, чтобы я не читала ваше имя. А те из вас, кто принимает информацию визуально, можете увидеть видео этого или можете почувствовать это. Но в любом случае советую записать то, что вы получите. И мы начинаем нашу медитацию. Мы глубоко дышим, мы расслабляемся. Мы поднимаемся вверх к тому месту, где мы можем встретиться со своей душой, со своим Богом. Из сердца, и мы идем вверх. И когда мы расслабимся до того момента, когда мы почувствуем информацию, советую ее записать. Я сейчас буду мысленно с вами также медитировать. Мы это сделаем
немножечко группой сегодня, чтобы помочь друг другу. И постарайтесь получить эту информацию и ее запомнить. Может быть, у вас 1 пункт, а завтра, послезавтра добавится больше, а может быть, сразу 5. Это не имеет значения. Постарайтесь просто запомнить. So, Nicholas, we're doing another short meditation where you're going to just intend to find your own techniques for your personal protection so that you can stay clean in your thinking process.
no kramata po inama kinda ordina mano mogolo watikina foiling and I know masia hapapo inamo as I go avono ane go eh logo no madenaya humana ganzina wakana gambapa ya hambogozi hambogo Namos yana nagapo amamas Мы медленно, спокойно возвращаемся обратно в свое сознание, опускаемся в тело, помассажируйте руки, потрогайте немножко голову, подвигайте ногами и пальчиками ног и постарайтесь вернуться в тело. Все расскажем и поделимся, что мы видели, что мы слышали. Nicholas, I saw you there meditating. You were not coming up with us at first because you have something sad, but then you kind of left it and went with us, although you're still not fully let it go, but you have a good energy. Я видела, как мы медитировали. Некоторые из нас, которые не всегда с вами медитируют, более аккуратно, осторожно работали. Другие из нас, кто друг друга уже давно знают, более спокойно вместе работали. Но почти все поднялись и получили информацию. Некоторые были немножко упертые, и потом мы их подняли, и они начали получать информацию. И я была удивлена, сколько у всех, кто здесь, своих собственных помощников, работников света, которые им начали давать информацию. Окей, вот это такой поток. Как я объясняла, золото-розовый поток защиты, как на этой картинке. И он начал образоваться вокруг нашей группы, но каждому свои собственные подходили, давали информацию на его языке. Если кто расслабился и заснул, или замечтался, или что, это не значит, что оно не сработало. Я проверила всю группу на энергетическом уровне, и все, в принципе, поднялись. Только у нас гость, он, конечно, не занимается медитацией, но он тоже с нами чуть-чуть поднялся. Если у кого получилось, пожалуйста, поставьте единички. Кто точно знает и думает, что у него не получилось, поставьте двоечки. Я могу вас быстренько просмотреть. Я увидела, что у всех получилось. И, кстати, было очень хорошо. И Галина там написала, у меня пошли движения руками. У меня такое бывает в медитации иногда, когда на природе делаю. Есть такая медитация из Китая. Да. Я очень понимаю, что это значит. Наталья любимая написала, а я только наслаждалась музыкой, значит, у меня поднялись, спасибо. Да, подняли. Угу. И, кстати, энергия музыки, она совпадает с этой энергией информации, которую давали. Точно давали. Спасибо, да, подняли, да. Кто-то не хотел подниматься, но все-таки подняли, да. Еще Лариса Смирнова, Екатеринбург, не хотелось возвращаться. Хорошо, у нас сегодня, скорее всего, или завтра будет запись. Я еще постараюсь поставить запись на своем канале. Мое имя, кстати, по-английски, если вы не знаете, пишется, там в конце будет мое имя по-английски. Нина Сойфер. Я поставлю еще на своем канале и сделаю английские субтитры. И можно будет... Я сделаю, знаете что, такие главы, где можно перескочить на медитацию только. Внизу будет голубеньком написано «медитация», туда можно будет просто нажать и опять помедитировать с нами, потому что эта энергия, она останется. Это для Ларисы. Я сделаю это и сделаю еще ссылку на нашем скайпе. Ольга Дмитриевна написала, я была в душе и в огненном плане. Угу. Ваша музыка очень красива, благодарю.
О, спасибо большое. Да, музыка также создавалась в потоке ченнелинга. Если у кого есть какие-то вопросы ко мне или к Высшему Отцу Небесному через мой канал, можете спрашивать. Спасибо, Ольга, Лариса, Наталья и Галина, что поделились. Также получилось у Леонида, у Надежды. Nicholas, if you felt something from the meditation, you can put 1, and if not, you can put 2. Ирина, да, получилось, Николай получилось, и Наталья получилось. Если у кого какие еще есть... Nicholas, yes, he did it too. Если у кого есть какие вопросы или комментарии, или кто-то хочет рассказать, что они получили, то, пожалуйста, делитесь с нами. Мы переходим на следующую и последнюю часть нашей лекции, где мы будем встречаться с новым моим другом, который живет очень-очень-очень далеко в Барбадос, на острове, в Южной Америке, и он начинает заниматься тем, что мы называем дизайн и вид. То есть он сейчас немножко вам расскажет, может быть, мы вам покажем в конце песни, в которой мы думаем сделать видео вместе, и он будет заниматься тем, как я выгляжу. И Nicholas написал, I love that song, it's very soothing, Nicholas says. Thank you so much. И это у нас была Detachment, first song from Sonic Star album. Итак, мы переходим на следующую часть. Меня Наталья научила, как добавлять к нам дополнительных гостей. Наталья уже есть. Соскучилась. Окей, сейчас я сделаю Nicholas. You're going, 1 second. You're going to become our speaker, and you can also get on the actual camera now. So go ahead and get ready. Для тех из вас, кто по-русски говорят, по-моему, это все из нас, я сейчас прочитаю коротко его биографию. So, Nicholas NEC Boyce – это 32-летний креативный директор, модель, опубликованный автор и консультант по имиджу, приехавший из острова Барбадос. Он также является основателем и генеральным директором Never Ending Creative, никогда не кончаемое творчество, нескончаемое творчество, платформы для личного самовыражения, а также Nexus, где они преобразовывают своих клиентов с помощью моды. Многие из этих клиентов сегодня будут просматривать нашу медитацию тоже. Nicholas, you may want to remove your glasses just so that we see your eyes, and I'm going to get to you in a second. Через искусство Николас надеется вдохновить, реформировать и создать новую эру моды, продолжая свою любовь к искусству. So we have Nicholas Boyce, 32-year-old creative director, model, published author, and image consultant, and hailing from the island of Barbados. He's also the founder of this and CEO of the Never Ending Creative, a personal self-expression platform, as well as Nexus, where they reform their clients through fashion. И сегодня мы немножечко с Николасом пообщаемся. Помните, что вы можете нажать, если вы на компьютере, вы можете нажать на меня или на него, чтобы посмотреть ему в глаза, так как у нас все духовно развитые. So everybody can click on Nicholas, and you can click also on me if you're live here, to see a bigger image of the person you're listening to. И сегодня я переведу немножко, это просто будет новости, окей? Немножко новостей о том, что происходит у нас, и это будет коротенький разговор, который я переведу на русский язык. Это будет всего пару минут. And Nicholas wrote, a pleasure to meet everyone. All right, so hi, Nicholas. Hello. How are you all doing? Николас говорит, привет, как вы все поживаете? Yeah, so firstly, thank you, guys. I'm really looking forward to the collaboration with myself and Nina. We're going to introduce the beautiful song you saw earlier. Окей, он говорит всем, что он очень рад и хотел поделиться новостями, что мы будем вместе работать в искусстве, Николас и я. И он скажет, что одна из песен, вторая песня в этом видео, мы в конце ее включим еще раз, называется «Галактические родители» из Sonic Star. Ему она очень понравилась,
Может быть, для нее мы сделаем что-то визуальное. Кстати, в Barbados, I'm going to tell them about the YouTube music thing. В Barbados и в других странах, если вы не знаете, у них нельзя слушать музыку с YouTube. У них она не включается, у них это запрещено. И поэтому мы думали сделать... Это самый любимый альбом школы Санаты Кумары, потому что он был трансченнелингом написан, и Санат Кумара участвовал, Sonic Star, и мы думали с Николасом сделали одну из песен видео вместе, потому что он немножко со своей стороны, и я здесь, потому что у них не играет музыка. Да. Go ahead. Yes. So I create, I reform, and I style, and I'm going to use that in my collaboration with Nina to bring you guys new something inspirational and soul lifting. So он говорит, что он постарается со мной работать, чтобы сделать что-то для поднятия души, чтобы использовать стиль, дизайн и свои умения в моде и тому, как человек выглядит, чтобы вам всем понравилось, чтобы просто принести поднятие для души. Mm-hmm. So my first real question, I guess, would be here. Does anyone have any questions as it pertains to what the collaboration will look like or what I do, for example? И Николас быстренько спрашивает. Галина написала по-английски hello, Николас. Hi, hello. Он спрашивает, он только хотел узнать, может быть, у кого-то из вас есть к нему какие-то вопросы на тему, как мы будем именно вместе, я не знаю, как по-русски, сотрудничать, какие у нас будут проекты, но что именно мы будем делать. Если у вас какие-то есть вопросы, можете написать. Я Николаса уже научила предварительно, как вставить русскую комментарий в Google Translate и как перевести ее быстренько на английский, так что можете писать вопросы по-русски, а я их ему переведу, хорошо? Если есть вопросы. Окей, Наталья написала, я думаю, Нина и так хороша, разве что сделать из нее инопланетянку. Okay, so this is my very good friend Natalia. So she says that I think Nina looks already really beautiful, and all you can do maybe is transform her to an alien. Except to make an alien out of her. That would be interesting. We can actually do that. That would. What say you, Nina? Спасибо, Наталья, классный комментарий. Кстати, он говорит, хороший комментарий, мы, наверное, это сможем сделать. Говорит, как ты думаешь, Нина? No, I'm good. Я говорю, нет, нормально, лучше я буду выглядеть человеком пока. Well, it's called Galactic Parents, so that would be an interesting take. They specified that специфически написала Наталья Zeta Reticuli. Я даже не помню из этой книжки, которую мы читали, как они выглядят. Надо картинку вставить. Zeta Reticuli is a specific alien type that we have a request to do. I don't know. Окей, только перед тем, как я что-то скажу, Наталья, вы шутите, правда? Это шутка, правильно? Или это не шутка? Сейчас я посмотрю, как выглядят. Okay, I'm just checking how they look like. Сейчас я посмотрю, если Наталья шутит. Шутка. Okay, just for the joke of it, я просто пошутить покажу, как выглядит это. Ну, like this. Oh, man. Yeah. Okay, so that was very funny. Хорошая. But yeah, I kind of do look like that a little bit. Спасибо, Наталья. Вы не стесняйтесь, можете по-русски написать вопрос. Мы покажем, какую песню I'll talking about the song, мы думаем сделать. И также сегодня, например, то, что я одеваю, как я выгляжу, это Николас выбрал этот вид. Ну, то есть, да, он сказал, что он спросит меня, как мне нравится, и тогда мы продолжим делать так, чтобы хорошо выглядеть на следующих видео. Окей, у кого-то есть вопросы какие-то еще к Николасу? Пока он здесь, у них там время на острове, где он живет, у них там очень жарко сейчас, и время чуть-чуть другое, так что мы с ним как раз договаривались, чтобы он с вами познакомился. Ирина Гасина, очень красиво, стрелки на веках
Классные. Irina said that very beautiful, that the lines on the eyes, they're very nice. Спасибо большое. Thank you so Um, much. Oh my God. And Наталья написала, Нина отчаянно кокетничает перед Николасом. Наталья said that I'm very horribly flirting in front of Nicholas right now. Okay, we have a lot of funny comments. Can you hear me, Nicholas? Yes, I can. I'm translating as well and learning. This is Yes, and I'm so flirting. Irina said that she likes the lines in the eyes, so you can remember that with the white. And then Natalia said that I'm very, very flirting, like horribly bad. Okay, I'm just excited, that's all. Okay, да, очень просто, я давно хотела, кстати, в нашу Very школу. excited. Pardon? Like, really looking forward to this. Николас говорит, Really что looking он, forward to this. Very excited. Very excited. что он очень ждет, не дождется, что мы что-то вместе создали, и очень рад к тому, что мы будем вместе создавать. Я, кстати, очень давно хотела пригласить несколько гостей, не только Николас, но и музыкальных гостей, более серьезный взрослый возраст и более средний возраст сюда. Но вот меня только Наталья научила, как это делать. По-моему, все работает хорошо, и теперь можно познакомиться с многими очень интересными людьми. Natalia is actually an organizer of this whole school, and she's a very well-known author, and she has so many books that are in every store in Toronto and everywhere. Thank you so much. She's amazing, and she says that we are also very happy for the collaboration. What are you saying, Nicholas? I said thank you. I'm not sure if my messages are going through. I'm typing, but I'm not seeing them. Okay, keep sending it. Yeah, Николас говорит спасибо большое, он очень-очень рад. Ага, и он пишет thank you so much. All right. Если ни у кого нет вопросов, я сейчас покажу, какую песню мы будем вместе работать. If nobody has questions, I'm going to go soon into the song that we're going to work on. И еще Николас пишет, что я чувствую очень любви, много, которое от всех, которые здесь люди, исходит. Feeling the love, everyone. Окей, это была наша первая такая встреча. Еще хочется показать некоторую работу. Те фотографии, которые вы видите, это Николас модель, он занимается моделированием. Я просто их подобрала, потому что мне они понравились. Одна фотография со звездами, you see the stars, он вам сердечко показывает. И мне очень нравятся эти звезды, потому что они сходятся с идеей того, что песни идут из всех разных галактик. Артуриус, Плеядис, Санат Кумара, Нова Стар, со всех разных галактик. И мы думаем сделать вместе такое как видео. Ольга Дмитриевна пишет сердечки, тоже столько много любви идет по всему миру. Я в Америке, он в Южной Америке, у нас есть в России, да, по-моему, у нас есть люди в Польше. We have people from all over the world here right now, sending all the love and all of the amazing energies. So that's amazing. So we're creating a little field of love. So мы даже сейчас создаем большую сеть любви, хороших эмоций. What are you saying, Nicholas? I think thank you guys. Thank you guys. I see someone sent some hearts. Thank you so much. Thank you so much. Он всем куча благодарностей. And написала Наталья, у нас есть здесь и Украина, и Казахстан, и Латвия. So Natalia is adding the countries. So we have your country, we have Canada, we have Russia, we have Latvia, we have Ukraine, we have Kazakhstan, we have like all different places all over the world that are joining right now. We have Belarus, Ukraine. We have all the different countries right now. Oh, wow. That are joining here for this meditation and for this. Египет. Oh, we have Egypt. Наталья любимая написала даже Египет. Wow. We have like a whole net of love. У нас целая огромная сеть, которую мы распространяем, хороших эмоций. Галина. Thank you, Nicholas. Благодарность. Nicholas, do you have anything else to say before I go into Galactic Parents and show it to everyone? Firstly, again, thank you guys so much. I'm feeling the love. I'm enjoying my interactions. I love you guys so much. Thank you all so much.
final quote I guess I could say, if you guys want to see the work with me and Nina, remember to follow our socials. Mine is NEC, spelled N-E-C. I'll take that in the chat for you guys. Николас говорит, что он настолько очень насладился с нами встретиться, и очень ему приятно, он чувствует много любви, много радости. И перед тем, как я перейду показать вам песню, он говорит, что можно с ним связаться у него есть Инстаграма, и он сейчас, you're gonna type it, right? Он напишет NCE, свой Инстаграм, я везде Нина Сойфер, там есть Инстаграм, и есть Фейсбук, я знаю, что некоторые не хотят пользоваться Фейсбук, но у нас есть Инстаграм, есть Фейсбук, и на них перед нашими лекциями я всегда ставлю сообщение, что у нас будет школа Сната Кумары, такая лекция или выступление. И вот это его Инстаграм он написал. Anything else, Nicholas? Yes, please. First and foremost, I'm hoping to see all of you guys when the collaboration comes out, for your support. I'm looking forward to working with Nina. Huge shout out to her. Again, thank you so much for involving me in this webinar. This has been an amazing experience. I'm enjoying the interactions with the crowd. Also, look out for us on the 9th. Nina will be back again on the 9th. So please keep an eye out for our amazing hostess and her next slides for the webinar on the 9th as well. Love you all. Love you all. Thank you so much. Очень-очень спасибо большое, понравилось с вами общаться, и он напоминает, что 9 числа мы будем делать небольшой музыкальный концерт. Наталья Котельникова, я приготовим его, и что просто напоминает, что мы можем общаться дальше на этих сетях. У меня лично нету TikTok, но Facebook, Instagram у меня тоже есть. Или, может, я сейчас поставлю email, я всегда ему переслать могу email. И я хотела еще вам сказать, что песня, которую я попросила, здесь можно задавать комментарии, вопросы ставить сейчас. Песня, которую я попросила Николаса выбрать, которая ему понравилась, это была песня про галактических родителей, которая очень интересная песня, 14-я в альбоме Sonic Star. И эта песня, она относится к той песне, которую мы, возможно, сделаем что-то на нее. И сегодня я ее покажу. А перед тем, как я ее покажу, хотела всех поблагодарить за то, что вы пришли, за то, что вы сделали 2 медитации. Мне очень понравилось. И также напомнить, да, 9 числа, это в четверг мы сделаем концерт. И, может быть, вот здесь вот, я не знаю, если хорошо видно, ninayogaandhealing@gmail.com, или вы можете Наталье написать письмо, и она нам перешлет, если какие-то есть вопросы. А песня, которую мы будем, скорее всего, работать, которая понравилась Николасу, мы сейчас ее сыграем. Это будет последняя песня, и после этого выключу запись. Спасибо большое всем, кто сегодня послал свои техники. Особенно сегодня участвовали у нас много и Ольга, и Лариса, и Наталья. Всем большое спасибо, что вы участвовали и поделились своими техниками. Напоминаю, что очень важно защищаться и продолжать свое духовное развитие как можно быстрее, чтобы никому не давать себя останавливать. Я сейчас покажу эту песню. Секундочку, найду ее. Вот эта песня. Вот эта песня, которую вы сейчас услышите, это мы думаем на нее сделать что-то видео. Like Nicholas gonna be and me probably in the video. So you're gonna hear it and then I'm gonna turn off the recording. So Nicholas, you can just mute yourself before I turn on the song so everybody can hear it. Just of put course, on the let me mute. mute here as well. Perfect. Окей, всем большое спасибо. Всего доброго и до новых встреч. Chico
Hi everyone, so if you like what you're seeing, this look was created with assistance of my new image consultant, Nicholas Boyce. You can send me direct message for his contact, and